Всем привет! Сегодня мы посетим с вами Кольцайские озера, а именно первое озеро, их здесь вообще 3, расположено не в Северном Тяньшане, в ущелье Кольцай, 330 километров юго-восточней от города Алматы или в 10 километров от границы с Киргизией. Первым делом, когда приезжаете на озеро Кольцай, вы попадаете на большую парковку, при том, что сегодня понедельник, будний день, приехал автобус с туристами. Открывается вид на ущелье самого Кольцай. Проход на одного человека стоит 753 тенге. Вы только посмотрите, какая прозрачная вода. Видно все, что находится на дне. Привет! Привет, привет, привет! Сюда приезжаешь и просто наслаждаешься всей этой красотой, этими видами, прохладой воды, теньком от деревьев, от елей, вдыхая свежий воздух. Для тех, кто собирается посетить Кольцай, советую запланировать второе озеро, это Каенды. Оно находится здесь неподалеку, 12 километров от поселка Саты. А сейчас я покажу вам еще одно место, которое также по пути. И это Чарынский каньон, протянувшийся вдоль реки на 154 километра, неподалеку с границей Китая. Вы посмотрите, какая красота. Какие люди маленькие, вон по дороге идут. Надеюсь, камера передает. И такие огромные стены. Ух ты ж, ё-моё. Дух захватывает. Но рисковать здесь сильно не нужно. В этом месте получаются просто замечательные кадры. Очень много людей с разных стран приезжают, фотографируются, наслаждаются этой красотой, радуются, улыбаются. Также снимают love story. Именно снизу, когда идете, открывается удивительный вид на долину замков. Посмотрите, вот эти образования, они как пирамиды, как какие-то необычные скалы, формы принимают. И снизу, когда человек идет и наблюдает, он видит где-то дельфина, где-то льва. Это очень забавно смотрится. И обязательно нужно пройти снизу, посмотреть на эту красоту и сверху взглянуть. Но не забываем о безопасности. Аккуратно подходим к краю, а лучше к краю не подходить. Ну что ж, друзья, я вам показал маленькую частичку красивой нашей страны, а таких мест очень много. Только здесь рядом находятся горячие источники Чунжа, поющий Бархан, заповедник Алтын-Эмель, цветные горы Актау. И все это доступно. Путешествуйте по нашей стране, наслаждайтесь моментами, делитесь своей историей. И всем пока!